На окраине Майами, среди тенистых пальм и широких улиц, возвышался современный особняк из стекла и белого камня. Его хозяин, успешный предприниматель Дэниел Риверс, за 2 десятилетия превратил скромное дело в целую сеть престижных отелей. В доме все говорило о его достатке. Просторные террасы с видом на океан, искусно оформленный сад и картины, привезенные из разных стран. Но главным сокровищем для Дэниела был не бизнес и не богатство, а сын, 10-летний Эндрю. Добрый и любознательный мальчик наполнял дом светом, превращая даже самые холодные интерьеры в уютное пространство, где всегда звучал смех. Среди работников семьи особое место занимала молодая женщина по имени Эмили Картер. Сильная духом, честная и преданная, она не только следила за домом, но и стала для Эндрю второй матерью. Никто из окружающих не знал, что вечерами, когда дом погружался в тишину, Эмили занималась боевыми искусствами. В тени тренировочного зала она оттачивала движения, училась контролировать дыхание и превращала собственное тело в оружие, способное защитить ее саму и тех, кто был ей дорог. Тихим осенним днем, когда сад осыпался золотыми листьями, в особняке воцарилась невидимая опасность. Опытный преступник Марк Хьюз, долго следивший за привычками семьи, выбрал момент, когда казалось, что охрана отвлеклась. Он обошел камеры наблюдения и, пользуясь слепыми зонами системы, проник внутрь. Его план был прост – похитить мальчика ради крупного выкупа. Но то, чего он не рассчитал, это присутствие Эмили. Она заметила его, когда тот приблизился к Эндрю. В ее памяти всплыли годы тренировок, отточенные движения и внутренняя решимость. Холодная тишина коридора наполнилась ее точными, быстрыми действиями. Несколько мгновений, и злоумышленник оказался обезоружен, выведен из строя, а мальчик в безопасности. Лишь спустя несколько минут подоспела охрана, но все было уже кончено. Для Дэниела этот день стал переломным. Он осознал, что рядом с его сыном все это время находился человек, готовый рисковать жизнью без колебаний. С того момента Эмили перестала быть просто сотрудницей. Она стала частью семьи, невидимой опорой, символом мужества и преданности. Жизнь в особняке обрела новый смысл. Вечера наполнились теплом, а присутствие Эмили стало напоминанием о том, что герои нередко скрываются в самых простых людях, открывая свою силу лишь тогда, когда это действительно необходимо. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.